У короля Станислава Августа Понятовского в Гродно было 3 королевские резиденции – Августова, Станиславова и Понятова. Собственно, уже понятно, что так они названы были именем самого короля, которому было суждено войти в историю последним королем Речи Посполитой. И сегодня я хочу рассказать вам о резиденции Станиславова, которая находится на улице Терешковой, недалеко от железнодорожного вокзала. У меня на канале было видео, называется «Три королевские резиденции», где я немного рассказываю о каждой, в том числе о Станиславова. Но есть одно «но». Дело в том, что совсем недавно была обнародована информация, что хозяйственные постройки бывшей резиденции Станиславова снесут и построят жилой квартал. И стало понятно, что медлить нельзя, надо успеть снять их на видео, пока еще есть такая возможность, и рассказать вам, в том числе, их историю. Дворец вместе с окружающим его парком был спроектирован придворным архитектором короля Джузеппе де Сакко в 1770-е годы как загородная резиденция короля и в 1775 году была выделена в самостоятельную хозяйственно-административную единицу Станиславовский ключ. Дворец располагался на самой высокой точке ландшафта, и легко представить, как король на лошади либо в карете подъезжал к резиденции, которая была видна издалека. Тогда здесь не было других построек, и выглядело все примерно вот так. Это рисунок Наполеона Орды. Как видим, главное место в планировке занимал дворец, по обе стороны от которого располагалось 2 флигеля с очень характерными высокими крышами. Флигели также сохранились в ансамбле дворца, но, увы, уже совсем переделанные по новой моде, если можно так сказать. На крыше вместо черепицы оцинкованное железо и даже шифер. Ну, как есть, так есть. Когда-то здесь жили слуги короля, а в советское время во флигеле под шиферной крышей располагались квартиры. На старых фотографиях начала XX века можно увидеть, что в центральной части дворца была пристройка, которая, увы, не сохранилась в изначальном виде, а претерпела сильные реставрационные изменения. И изначально дворец был одноэтажным, это очень хорошо видно на фото, и только центральная часть здания была двухэтажной и зримо выделялась на фоне более низких боковых крыльев. Если смотреть на современный вид бывшей резиденции, то видно, что кроме надстроенного 2-го этажа зданию также добавили площади, пристроив боковые части, тем самым увеличив и полностью изменив первоначальный фундамент и облик здания. Во времена короля архитектор Джузеппе де Сакко на 1-м этаже в центральной части расположил просторный бальный зал с великолепным паркетом и лепниной на потолке. Хотя комплексу Станиславова, в отличие от иных его собратьев по эпохе и других резиденций, несказанно повезло, и он сохранил свои прежние черты, но время не обошло и его стороной. Еще в годы Первой мировой пошел на дрова паркет художественной работы, и в 1950-е годы дворцу надстроили 2-й этаж и полностью изменили планировку. Вместо главного зала появились перегороженные стенками аудитории для студентов. А в бывшем театральном зале от декоративных росписей с изображением мифических героев, как и от лепнины, не осталось и следа. И, зайдя в здание, ничто не напоминает о былом величии и назначении дворца. Безликие пластиковые двери, как дань сегодняшней эпохи пластика и гипсокартона, вместо деревянных дверей с бронзовыми ручками и великолепные лепнины. Но, как ни странно, во дворце все еще можно разглядеть остатки былого величия в вестибюле. Там сохранились 2 уникальные печи в неоготическом стиле, выложенные из поливных изразцов и, похоже, даже в рабочем состоянии, судя по остаткам пепла внутри.
Другой сохранившейся изюминкой Станиславова является монограмма его бывшего владельца на полукруглом эркере дворца с внешней стороны. Там 3 буквы САР, сокращенно от Станислав Август Рекс, то есть Станислав Август Король, сплетенные вместе под короной. Эркер с монограммой располагается над бывшим бальным залом, который имеет окна во все стороны, как лучи солнца. В то время в комплексе с золотой монограммой, сверкающим на ярком солнце, наверное, производило впечатление. Как ни странно, у бывшего дворца до наших дней сохранился комплекс хозяйственных построек, которые, увы, разрушаются. Но, тем не менее, глядя на все это, мы можем легко себе представить окружающую тогда обстановку около резиденции. Согласно инвентаризации середины XIX века, в документах сохранилось, что в имении Станиславова располагались каретная и конюшни, и позже к ним прибавилась кузница и фабрика мазочного масла, коломази, так называемая. Правая часть построек менее всего сохранена. Очевидно, что конюшни и каретная были именно здесь, и остались только древние стены XVIII века. И, как видите, хозяйственные постройки уже огородили строителей, и подойти внутрь двора уже не представляется возможным. Скоро начнется, очевидно, снос и подготовка строительства нового жилого комплекса. А левая часть построек занята гаражами сельхозуниверситета, но очевидно, что за ненадобностью будут снесены и они, несмотря на то, что они сохранились лучше. Ну что ж, новое время диктует новые тренды, хотя можно было бы построить что-то вроде торгового центра, как на месте бывших царских казарм, казарма Мол. Но гармонию этого огромного пространства двора не может нарушить даже водонапорная башня, появившаяся здесь уже в советские времена. После отречения короля от престола судьба резиденции была трагической. В 1797 году имение было передано российскому генералу Рубану, который в 1814 году продал его князю Франтишку Ксаверию Друцкому-Любецкому, знаковой фигуре в истории наших земель. Позже, в начале XX века, собственником дворца уже становится князь Владислав Друцкий-Любецкий, трагически погибший в 1913 году. История его гибели заслуживает отдельного повествования. Кому интересно, загуглите. Это прямо детективная трагическая история начала XX века. При имении во времена князя действовал небольшой кирпичный завод, и один из первых телефонных аппаратов в Гродно появился именно в княжеском доме. Упадок некогда великолепной резиденции совпал с событиями Первой мировой. Правда, еще в начале войны принимал весьма знатных гостей. Здесь, например, останавливались сразу несколько великих князей из императорской династии и другие, приближенные к императорскому двору лица. Так что в то время Станиславова еще блистала роскошью залов. Но, как я уже сказала, упадок резиденции начался в Первую мировую. Сначала весной 1915-го над имением с немецкого аэроплана брошены 2 бомбы. Это была первая в истории Гродно бомбардировка. И хотя сам дворец и постройки не пострадали, но это уже было начало конца эпохи роскоши некогда любимой резиденции Понятовского. Художественный паркет был сожжен в печах солдатами, и в конце апреля 1919 года, в ожидании подхода регулярной польской армии, в Станиславово забаррикадировался штурмовой отряд польской военной организации, что также отразилось на убранстве дворца. А летом 1920-го, во время польско-советской войны, имение пробовал оборонять польский танковый взвод, защищавший подступы к центру города. На старых фото дворец выглядит уже не так величественно, скорее сиротливо.
глубине парка. Все это, конечно же, отразилось на внешнем виде, и хотя после Первой мировой дворец отошел к Яну Друцкому Любецкому, имением он почти не занимался, предпочитая проводить большую часть времени в Тересине под Варшавой. В 1939 году имение было национализировано, и здесь обосновался первый в Гродненском районе совхоз. А во времена немецкой оккупации в Великую Отечественную в Королевском дворце расположилось бюро по учету и распределению рабочей силы. Именно здесь составлялись списки людей для вывоза на работу в Германию. И летом 1944 года на высотах Станиславова немцы устроили внешнюю линию обороны Гродно, и в результате артиллерийских атак здание сильно пострадало от осколков снарядов и пуль. После войны в Станиславово размещался мощный радиоузел, это и понятно, самая высокая точка на этой местности, а позже здание отдали сельскохозяйственному университету. И если прогуляться от бывшего дворца в сторону Привокзальной площади, то понимаешь, почему это место выбрано для строительства комплекса резиденции, самая высокая точка ландшафта и, наверное, великолепные виды в то время. Вот такая история бывшей королевской резиденции Станиславова с еще не утраченными хозяйственными постройками. Посмотрим через пару лет, как это будет выглядеть, когда обещают построить жилой комплекс домов. Думаю, мое видео – это уже будут архивные кадры. Ну и по традиции, если видео понравилось, прямо сейчас поставьте лайк. Это очень помогает продвижению канала. Пишите комментарии, что вы обо всем этом думаете. Что бы вам хотелось увидеть на месте бывших хозяйственных построек дворцового комплекса или оставить все как есть? Ну а я, как всегда, всех обнимаю, всем пока!